Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. И сегодня мы прогуляемся по заброшенным советским заводам, чтобы посмотреть, что же осталось от них в 2022 году. В этот раз я посетил Рижский мыловаренный завод и завод Радиотехника. Приятного просмотра! Где-то здесь должен быть вход в катакомбы. А вот и он. Что ж, это не совсем катакомбы. Это сеть таких технических тоннелей под всем заводом. И построены эти тоннели были достаточно давно. Я думаю, минимум лет 200 назад. Это, похоже, выход на саму фабрику. То ли первый, то ли подземный этаж. И лестница на второй этаж. Попал я, по всей видимости, в складские помещения. Упаковки от мыла. Мыло туалетное Медок. Мыловаренный завод. Город Рига. Сапоги валяются. Упаковки от мыла Ледокс. 3 куска туалетное мыло. Возможно, кто-то узнает мыло, которым когда-то пользовался. И упаковки от, точнее, этикетки от подсолнечного масла. Химикаты. Магний. А похоже на соль. Это все магний. Весы на 600 килограммов. Интересные весы. Конечно, такие. Металлист Рига. Возможно, это был какой-то завод даже в Риге, завод Металлист, который производил эти весы. Здесь были раздевалки рабочих, видимо. Складские помещения. Но тут уже смотреть, к сожалению, нечего. Потому что полный бардак.
лифт прямо из подземелий наверх в цеха этого завода. Я, конечно, могу ошибаться, но я так подозреваю, что это были такие резервуары для хранения мыла или же мыльной воды. Удивительно, но вода до сих пор немножко пахнет мылом. То есть это, конечно, не мыло, но такая слабенькая мыльная водичка. Хочу порекомендовать вам канал моего хорошего друга «Русские тайны». Он уже более 10 лет исследует заброшенные места России и мира. У нас в Прибалтике снял более 30 выпусков о заброшенных местах. Снимает он очень качественно, а его выпуски невероятно популярные. А знакомство с его каналом советую начинать с выпусков про Воркуту, Абхазию и бункер Сталина. Где-то здесь, в этих тоннелях, должен быть выход в советское бомбоубежище. Бочка. Возможно, как раз-таки для мыла. А вот и вход в бомбоубежище. Что ж, нужно пролезать через эту дырку. Противогазы ГП-4. И фильтры к ним. Электричества здесь, конечно же, уже нету. Да и все в грязи и плесени. Женский туалет. А это был мужской туалет. Пульт управления. Гражданская оборона. Вот эта комнатка, это было сердце этого бомбоубежища. Здесь был пункт управления. Здесь стояли телефоны, они даже до сих пор остались. Можно было позвонить наверх на завод в случае экстренной ситуации. Можно было позвонить, возможно, в другие государственные учреждения или другие бомбоубежища. А также, судя по слухам, когда-то давно здесь стоял такой более мощный телефон, по которому можно было позвонить прямо в Москву отсюда. Счеты, пульт управления. И снова противогазы. План убежища. И это убежище было рассчитано на 150 человек. То есть в такой... Это самая большая комната, которая в этом убежище. И здесь в случае тревоги или экстренной ситуации должно было находиться 150 человек. Защита населения от оружия массового поражения
Основная задача гражданской обороны. Фильтр, вентиляционное помещение. Тут располагались такие установки для фильтрации воздуха. 1958 год. То есть на данный момент этому бомбоубежищу более 60 лет. А если быть точным, 64 года. Противогазы. И фильтры для них. Кстати, даже не распакованная. «150 противогазов должно было находиться в этом бункере, чтобы каждому хватило по противогазу в случае чего». Вот. 26 противогазов в одном ящике. Вначале я подумал, что это кровь, но нет, это обычная краска. Такой вот сатанинский знак. Здесь была кладовка. Запах, конечно, тут довольно неприятный стоит. Противогазы. Те же фильтры. Все такое плесневое. Что интересно, вот тут лежат сумки с противогазами и фильтрами, которые никогда не были открыты и просто сгнили от времени. А на полу лежат медицинские аптечки АИ-2, но полностью уже разбитая. А вот и лекарства, которые в них хранились. Даже вот валяются таблетки. Возможно, кто-то искал Тарен. Это такое наркотическое вещество, которое содержалось в этих аптечках. Проход в эту кладовую закрыт. Но там вряд ли будет что-то интересное. Шкаф с документацией. Но все очень сильно проплесневело. Настолько, что даже толком ничего не прочитать. Книга учета аптечек АИ-2. Как раз таки вот этих аптечек, которые я только что смотрел. Не пойму, какого года. Вот напишите в комментарии, кто разглядит. 78-го, наверное. Да, 78-й, походу. Я бы с удовольствием это все поизучал, но даже какие-то расчеты математические. Наверное, рассчитывали количество противогазов. В общем, я бы с удовольствием это все поизучал, но тут стоит такой запах, что даже в маске тут долго находиться невозможно.
принципе, вот я вам и показал все самое интересное, что осталось от завода по производству мыла. Так что мы отправляемся к следующему заброшенному заводу. Почти все здания завода радиотехника сегодня снесены. Осталась лишь лаборатория, где инженеры тестировали звук. К сожалению, до наших дней это здание дошло довольно в плачевном состоянии. Но несмотря на это, здесь есть много интересного. На входе стоит такой станок. Это была лаборатория при заводе радиотехники, в которой тестировалось качество звука музыкальных колонок, которые производили на этом заводе. И даже сейчас по всему зданию можно встретить много разломанных колонок, корпусов от колонок и макетов колонок. Помимо этого, завод производил еще радиоприемники, радиодетали, музыкальные центры, музыкальные колонки. Календарик за 2020 год. Довольно свежий, но здание это заброшено явно раньше. В этом здании есть две комнаты интересные. Первая комната с максимальным эхом, в которой усиливается звук. Вот такая вот мощная дверь. Рабочие сюда заходили и ученые. Нажимали на вот эту кнопку, и она закрывалась. Комната очень сильно усиливает звук, и здесь максимальное эхо. Если бы эта дверь была закрыта, я думаю, эффект был бы еще сильнее. Тут в упаковках лежит даже какая-то радиоаппаратура. Или что это? Честно, я не знаю. Напишите в комментарии, кто знает, что это. Но вот что удивительно, несмотря на аварийное состояние здания, и что все тут разграблено, абсолютно новые, непользованные лежат в упаковочках. Причем их тут достаточно много. Даже платы остались. Это, наверное, были запчасти для них. Следующая комната, куда я направляюсь, она полная противоположность прошлой комнате. Если прошлая комната усиливала звук, то эта комната полностью подавляет звук. Это, я так подозреваю, были макеты колонок, подопытные образцы, так сказать. Инженеры проектировали, какой формы сделать колонки. А вот это вот была такая крупная дверь, которая тоже закрывалась.
и вела в комнату подавления звука. Кстати, ее до сих пор можно закрыть. Она ездит по таким рельсам. Такая вот звукоизоляция в виде такой ваты, стекловаты. А вот и сама комната. Она довольно глубокая. Посреди комнаты вот такой вот круглый столик, подставочка. Сюда, я так подозреваю, инженеры ставили музыкальную колонку. Она играла, и они тестировали качество звука. В чем особенность комнаты? В том, что здесь вообще ничего не слышно. Звук полностью гасится. Такой вот интересный станок здесь стоит. Даже не знаю, как это правильно назвать. Похоже на очень большой холодильник. Может быть, у кого-то есть догадки, зачем он был нужен? Последний этаж. Юмц. В переводе на русский крыша. Но на крышу мы пойдем немножко позже. Один из немногих живых уголков этого здания. Здесь хранятся папки с заводской документацией. Бумаг здесь достаточно много. Возможно, если здесь покопаться, можно было бы даже найти схемы радиоприемников, которые здесь делали.
документы про радио, детали различные. Я думаю, любителям электроники здесь было бы весьма интересно. Ну а нам время идти дальше. А вот и крыша. Видно, кто-то сюда частенько приходит отдохнуть. Ночная Рига.